Всех приветствую, в этом видео, как всегда, посмотрим последние новости криптовалют, посмотрим важные метрики, которые показали новый сигнал, ну и по традиции в конце видео несколько графиков, биткоина, конечно же, и альткоинов. Первая новость о том, что основателя и SEO Terraform Labs До Квона арестовали в Черногории. За ним давно уже охотились, и вот в конце концов полиция столицы Черногории задержала До Квона. Его называют одним из самых разыскиваемых беглецов. По словам главы МВД Черногории, этот король криптовалют связан с убытками пользователей на сумму свыше 40 миллиардов долларов. До Квон был задержан в аэропорту Подгорицы по поддельным документам по запросу правоохранительных органов США, Сингапура и Южной Кореи. В чем же его обвиняют? К примеру, прокуратура США обвинила До Квона в мошенничестве. Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила соучредителю SEO Terraform Labs До Квону обвинение через несколько часов после его задержания в Черногории. Документ обвинения включает 8 пунктов, в том числе сговор с целью мошенничества и манипулирования рынком, мошенничество с ценными бумагами, а также введение инвесторов в заблуждение. В надзорном ведомстве заявили, Квон договорился с другими лицами обмануть покупателей криптовалют, выпущенных Terraform Labs, путем введения их в заблуждение относительно эффективности алгоритмического механизма, который якобы обеспечивал стабильность цены UST, посредством ложных заявлений и манипулирования рынком. Иск подан в суд Южного округа Нью-Йорка. Представитель прокуратуры в комментарии уточнил, что Минюст намерен добиться экстрадиции До Квона в Америку. Также мошеннической деятельностью До Квона заинтересовалась прокуратура Южного округа Сеула, и суд выдал ордер на арест До Квона. Кого выберет Черногория, кому отдаст этого парнишку, который обул большое количество людей, думаю, это не так и важно. Претензии есть у многих стран. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы, самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Еще одна негативная новость. CNBC сообщает, что сотрудники биржи Binance помогают пользователям обходить KYC-контроль. Некоторые сотрудники и волонтеры криптовалютной биржи Binance оказывают пользователям из Китая и других стран консультации по уклонению от KYC-проверок. В качестве источника ссылаются на китайскоязычные чаты, контролируемые торговой платформой. По данным CNBC, называемые ангелами участники группы делятся советами по подделке банковских документов, фальсификации адресов и сокрытию страны происхождения для обхода контроля и получения дебетовой карты Binance. От себя могу добавить, что я сам лично множество раз встречал информацию о том, что якобы биржа Binance может спокойно оформить вам карточку, если ей предоставить в легкую отфотошопленные документы. Сам я лично никогда этим не занимался, потому что велика вероятность, что ваши деньги могут просто пропасть, и ваш счет могут заблокировать, если вскроется такая махинация. Но достаточно зайти на какой-нибудь сайт объявлений типа Авито, и даже там предоставляют услуги по открытию дебетовых карт Binance. И я советую таким вообще не заниматься. В качестве обновленной метрики сегодня посмотрим одну, и она у нас показывает сложность майнинга биткоина, хешрейт. Снова мы обновили исторические максимумы. И это, как вы знаете, хорошо для дальнейшего роста. Вот такой большой скачок сложности майнинга произошел совсем недавно. И ранее, если посмотреть всю историю, никогда таких значений еще не было. Теперь перейдем на графики. Биткоин продолжает у нас формировать такое боковое движение. Если переключиться на часовик, то мы увидим, что последний наш недавний пролив, который, как я думал, начинает коррекционное движение в отмеченную зону, вчера был практически выкуплен полностью. После трехволновой коррекции мы нарисовали еще один хороший импульс. Правда, объемы по-прежнему у нас понижаются, и максимум не был обновлен. Что бы я сейчас делал в плане торговых каких-то решений?
Как вы знаете, и кто давно подписан на канал, знает, что я не шарчу крипту. К тому же, если перейти, например, на дневной график, либо на 4-часовой, видно, что у нас восходящий тренд. Его шортить, естественно, не стоит. Даже если по структуре предполагаются какие-то падения, это лишь шанс докупиться в лонг, а не шортить его. По-прежнему у нас здесь наблюдается большое падение объемов, по-прежнему здесь дивергенция на индикаторе, поэтому подытоживая, все еще ожидаю здесь коррекцию в ранее отмеченную зону, но шортить я это движение не буду и никому не советую этого делать. Если упадем, будет возможность рассмотреть возможность докупиться, либо войти в рынок, кого еще здесь нет. Если же не пойдем, прекрасно, восходящий тренд будет продолжен, и мы будем продолжать отрисовывать третью волну. К тому же, если объемы подрастут, это будет подтверждение, что как раз у нас будет отрабатываться третья волна. Повышение объема характерно именно для тройки. На эфириуме немного ситуация отличается. Здесь мы все-таки сделали перехай, когда мы откупили недавнее падение. Но в целом структуру я здесь менять не буду. Коррекция АБЦ может быть и с перехаем. Здесь принцип аналогичный. На старших таймфреймах видим, что тенденция восходящая, только лонги. Если предполагается какая-то коррекция, шортить я ее никому не советую и сам не буду. Если упадем, прекрасно, можно будет докупиться. Не упадем, также прекрасно. Рост продолжается. Рост, который мы давно с вами все ждали. Теперь рассмотрим несколько альткоинов, которые просили в комментариях и которые я сам выбрал. Первый — это NEO, который вчера я давал в видео. Здесь предполагалось в рамках четвертой волны сформировать треугольник. Добавил сюда разметку ABCDE и предположительно на последнем росте, который у нас наблюдался вчера и сегодня, вполне это может быть волной D. Мы не сделали перехай волны B, пока этого не произошло. Все в рамках как раз таки вот этой структуры. Рисованную линию удалю, чтобы не мешалось, но принципы вы поняли. Понижающиеся хаи, повышающиеся лои. Все это формирует треугольник, окончание которого должно быть выше вот этого пика. Пока все у нас по плану. Волна А в 3 волны, волна Б, волна С. Предположительно волна D закончилась и сейчас снижение в волне Е, после которой уже с большей вероятностью может произойти разворот в восходящую волну 5 более старшего порядка, цель которой предыдущий пик. После того, как мы сформируем окончание волны Е, можно будет рассчитать расчетную цель повыше для пятой волны. Добавлю в это видео также и монету TON. Она у нас показывает неплохое движение, плюс вчера как раз таки я озвучивал новости, что в Telegram добавили USDT. Ну и в плане структуры также здесь все не так плохо. Даже весьма хорошо. Вот эту структуру я рисовал уже давно. Волна 1, 2, 3, 4, 5 формировала волну 1 более старшего порядка, и сейчас мы формируем вот эту волну 2. К целям третьей волны вернемся позже. Здесь меня заинтересовала вот эта ситуация. Ничего не напоминает? На прошлой монете выглядело все аналогичным образом. Понижающиеся хаи, повышающиеся лои. Однако есть небольшая разница. Треугольник здесь, судя по всему, является волной связкой W, X, Y. Внутри у нас A, B, C, D, E. Вот такая трехволновая коррекция, которая, судя по всему, возможно, уже и завершилась. К тому же вот это выпадение и обновление минимума волны W совпало с откупом и отскоком от уровня поддержки. Плюс здесь на дневном таймфрейме мы протестировали и хорошо так откупились с большой тенью от скользящей средней 200, что также является неплохой поддержкой обычно. И вполне возможно мы здесь можем завершить волну 2 и направиться уже вон туда, в тройку. Обновил диапазон для третьей волны, и эта зона у нас начинается с 4.68 и заканчивается примерно 5.36. Именно туда целит волна 3, но также не стоит забывать, что у нас есть промежуточная целевая зона, это предыдущие пики, которые у нас находятся вот здесь, в районе 3 баксов, 2.9. Если переходить на 4 часа, также здесь видим отскок после недавнего пролива. Большие объемы, и кто хочет залетать в тон, можно рассмотреть, например, давайте посмотрим на часовике. Сейчас у нас идет импульс. Вполне можно рассмотреть здесь лонговые какие-то позиции на откате вот этого импульса и со стопом за лои от 23-24 марта. Это в районе 1.85, чуть ниже лоев. Ну и цели видели ранее. Волна 3 может улететь достаточно сильно. Только до первой зоны с текущих уровней у нас 30%.
даже больше. А до расчетной зоны волны 3, даже если не на откате, а просто сейчас влететь по маркету, то до расчетной зоны у нас более 100%, 113. Да, рост может быть не одномоментным, что вполне вероятно, но с течением времени с большой вероятностью мы туда придем. К тому же, если посмотреть на объемы, то вот этот откуп последнего пролива был на объемах, которых мы не видели ни разу за всю историю этой монеты на бирже OKX. Очень неплохая ситуация в плане вероятности похода наверх. Ну и две монеты, которые попросили посмотреть в комментариях, давайте на них тоже глянем. Монета HFT. История здесь не такая большая, поэтому посмотрим лишь на последнее движение. Рост был на объемах, сейчас мы наблюдаем откат и проторговку как раз таки на скользящий средний. Все, что здесь показывает график, это возможный импульс, коррекция и дальнейший рост. Движение, структура здесь не такая интересная, как на предыдущей монете, на тонкоине, но также можно рассмотреть лонги даже с текущих и стоп вот за этот лой поставить. Что касается цели, это естественно предыдущий пик, вот сюда, на закрытие свечей. А целевая зона для волны 3 начинается с цен 1.48 и завершается 1.68. По монете HFT примерно вот такая ситуация. Но еще раз повторю, что если будете входить в лонги, то стоп, естественно, обязательно за вот этот лой. Еще одна монета из комментариев, это монета Супер. Не знаю, конечно, насколько эта монета супер, но судя по графику с марта 2021 года, у нее не совсем все супер. Упала она на самое днище. Давайте посмотрим, что здесь на этом днище происходит. Если ее и покупать, то, конечно же, можно ее рассмотреть сейчас к покупкам. На дневном таймфрейме мы оттолкнулись на относительном таком росте объемов, он не самый такой суперский на монете Супер, бывало и побольше, но этого объема было достаточно для того, чтобы пробить вот эту скользящую среднюю 200-ку, и сейчас мы как раз таки проторговываем ее. Увидели импульс предположительно коррекционный. Не советовал бы здесь, конечно, покупать эту монету. Объемы здесь все-таки какие-то вялые. Но если в качестве усреднения, если сидите давным-давно без стопов торговали, то хорошая возможность усредниться. Мы увидели большой импульс, коррекционное движение и еще один импульс с попыткой все-таки выйти и торговаться на 200-кой. Можно рассмотреть покупки хоть сейчас и стоп за основание вот этого локального импульса. Первая цель — это предыдущий пик, предыдущей волны. Вернусь ненадолго на биткоин. Забыл вам нарисовать вот такую штуку на этом графике. Параллельный канал, который нам показывает, что мы пробили этот восходящий канал и предыдущим падением протестировали верхнюю его грань. Поэтому вполне возможно, что даже ниже мы можем и не пойти, а пойти после теста этого канала сразу наверх. Это не исключает похода обратно в этот канал, но это является еще одним фактором того, что у нас восходящий тренд и что мы даже пробиваем восходящие каналы не вниз, а вверх. Поэтому ни в коем случае сейчас крипту шортить не стоит. На этом все. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, без разницы. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!